Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует магазин Мир моделей. Меня зовут Павел. Сегодня я вам расскажу о выделении выступающих поверхностей либо деталей методом сухой кисти. Многие знают этот прием. Он завсегдатай, один из самых часто используемых методических приемов, вернее технических приемов, которым выделяют обычно металлические поверхности на траках. Вот. А сегодня я вам покажу, что можно из этого метода использовать в авиации. Я этим пользуюсь не очень много, но я покажу, как я это делаю. Может быть, кто-то делает это, естественно, по-другому, но я покажу, как где-то делаю я, как оно у меня получается. Надеюсь, вы из этого почерпнете что-то новое для себя. Итак, что такое метод сухой кисти? Ну, я вам покажу на примере всем хорошо известной баночки фирмы Tamiya. То есть вот крышка Tamiya, вот допустим, если приглядеться, все прекрасно знают знаменитый рисунок этой крышки. И вот нам нужно именно выделить выступающие поверхности. То есть, допустим, мы для этого возьмем, ну, к примеру, вот такой вот красочку эмалевую фирмы Tamiya. Сейчас я ее вот так вот ее разболтал. Открываем. Берем вот такую вот плоскую кисть. Берем салфеточку. Вот таким вот образом берем небольшое количество краски и максимально ее вытираем, чтобы она была практически сухой. И вот потом вот такими движениями, вот такими движениями мы выделяем именно выступающие детали. Вот таким вот образом. Естественно, я это утрирую, я делаю это для того, чтобы вам было все это понятно. Вот таким вот образом. Значит, в чем преимущество этого метода? Он позволяет придать объем скрытым деталям. Теперь великолепно видно, что это фирма Tamiya Color, например. Вот таким же, соответственно, образом мы можем поступить и модели. Ну, я уже говорил, что наши танкисты, собирающие модели танков, вовсю используют его для того, чтобы выделить траки. Допустим, те части траков, которые непосредственно касаются. Вот. Это же можно также использовать и в авиации. В чем суть этого метода? Я уже сказал, что это выделение выступающих деталей, подчеркивание, то есть это дает как бы объем деталям. Вот. Какие здесь есть подводные камни? То есть кисть, которая, я использую плоские кисти, это обыкновенная синтетика. Желательно кисть, конечно, использовать, она мягковата, но желательно использовать, конечно, кисть пожестче. То есть тогда будет меньше попадать вот сюда вот. Кисть надо насухо вытирать, можно об салфетку, можно об тряпочку. И постепенно, по чуть-чуть, так сказать, набирать вот этот вот эффект. То есть лучше здесь тот самый случай, когда лучше немножко не доделать, чем испортить. Если у вас кисть будет, допустим, очень сильно мокрая, вы не сильно ее вытратите, то у вас получится вот так вот, вы заляпаете внутренние части. Это то, что будет. В принципе, если вы делаете уже почти готовую деталь, то, в принципе, это полная перекраска. Поэтому будьте аккуратнее. Вот. Что можно сделать с этим в авиации? Ну, вот я вам продемонстрирую. Ну, вот у нас приборка здесь. И вот мы начинаем выделять выступающие детали. Здесь являются приборы, показывающие различные. И вот мы такими вот небольшими движениями начинаем вот их поглаживать. Вот. Дело в том, что, видите, вот у меня сейчас есть еще, я уже говорил о небольших ошибках, что можно перелить. Вот. Сейчас я допускаю еще одну ошибку. Я даже делаю ее специально намеренно, чтобы вы как бы поняли. Вот в данный момент у меня кисть уже высохла. То есть ее, в принципе, по-хорошему нужно сейчас как бы промыть. Но я подготовленный человек, у меня есть такая вторая кисть. Сейчас мы с вами этот процесс повторим. Опять же, вот я набрал
небольшое количество. Вот я вытираю опять же об салфеточку. Вот. Вот таким вот образом по краям аккуратненько вот процесс пошел. Вот она начинает немножко. Вот получается вот ваши все приборчики, они начинают уже, так сказать, играть. Здесь у меня тоже немножко, если честно, многовато материала, потому что вот здесь вот я перестарался. Ну, что потом, по идее, можно бы еще немножко внутри, вот здесь вот подработать. Вот. И, в принципе, поскольку эта приборка находится очень глубоко, это Вторая мировая война, естественно, самолет Мессершмитт 109, приборка находится довольно-таки глубоко, можно аккуратно потом капнуть сюда несколько капель глянцевого лака, вот, и будет даже вроде как бы приборы со стеклом. То есть вот можно вот таким вот образом вот оживить приборную доску. Вот. Что еще можно сделать? Вот тоже опять же Мессершмитт BF109, это радиаторы. Они здесь сейчас, как и здесь, загрунтованы, просто загрунтованы. Ну, естественно, доска должна быть покрашена интерьерным цветом. Здесь она загрунтована вот таким вот баллоном черным. Сразу по нему здесь вот можно тоже выделить вот таким вот образом вот тоже все выделяющие части. Не могу сказать, что вот то, что сейчас показываю, это меня лично устраивает. Немножко, конечно, я чуть-чуть здесь тороплюсь, потому что и кисточка немножечко подсыхает. Ну, таким вот образом можно выделить радиаторы. Такие вот радиаторы, они тоже, в принципе, утупленные, но видно, что часть их внутренняя сотая, они, как правило, темные. Очень часто они бывают грязные, естественно, потому что это очень широко эксплуатируемый объект. Ну, вот я вам хочу еще продемонстрировать то, что я использую вот таким же методом. Вот я еще уже, так сказать, покрашенный винт. Тоже его необходимо каким-то образом состарить. Для этого нужно на его работающей кромке, то есть понять, что винт крутится вот в эту сторону. Соответственно, эти части, края и лопасти, они как бы являются у нас ободранными, потому что это песок, как правило. Вот. Какие-то могут быть камушки, и винт несет следы, так сказать, износа. Да, мы сказали, небольшого механического повреждения. Они все крашены в черный цвет. Ну, это американский винт от самолета Thunderbolt P-47. Ну вот, как мы поступим здесь? Ну, можно, конечно, попробовать кистью, как я уже здесь делал, но это будет не совсем то. Нужно придать большую хаотичность. И используем для этой цели поролон. Это уже будет не сама именно сухая кисть, но принцип будет тот же, потому что вот мы макаем, как бы поролон обмакиваем, высушиваем и начинаем небольшими движениями по кромкам винта наносить вот такие вот. В чем прелесть поролона? Он придает этим пятнам хаотичность, то есть непонятно, какой частью вот этого микропоролонового изделия вот коснется окрашенной уже поверхности, получается некоторая хаотичность, то, что нам нужно. И вот так вот постепенно обработать все 4 грани. Вот. И ближе к концу лопасти, естественно, еще зайти на внутреннюю часть, то есть чтобы вот здесь вот ободрышей было больше, потому что он как лопастью загребает. И вот получается вот такие вот хаотичные движения. Еще мы немножко повторяем, набираем немножко еще лишнее, убираем. Вот у нас получается, что винт он не сильно ободран, но вот сравнение, видите, небольшие изменения. Вот 2 разных винта, но в принципе, я думаю, вам понятен.
Вот, получается, он у нас теперь винт у нас перешел в разряд бывалых. То есть винт, который у нас уже был в эксплуатации. Вот таким образом. Здесь опять же тот же принцип, что я использовал сухой кисти. Здесь главное немножко не доделать, чтобы не перестараться. То есть, ну, при этом надо понять, куда крутится, какая лопасть является, кромка является наиболее подверженной, вот, и какая кромка является, так сказать, второстепенной. Ну, естественно, попытаться это все изобразить. Вот. Естественно, что хотел бы вам обратить внимание, что вот такой вот уже, так сказать, окрашенный винт. Это от американского самолета P-51 Mustang. Вот. Здесь вот коллега просто вот натер вот эти части тоже что-то типа алюминиевой краской, но я думаю, что вот это не совсем верно. Вот здесь тоже вот как раз не хватает вот именно то, чего вот надо пройти, чтобы вот он был более таким рабочим. И постепенно, по чуть-чуть, аккуратно каждую лопасть. И так получается, что если постепенно, то получается эффект набирается. Ну, естественно, поскольку это все-таки кок винта, то, естественно, немножко можно нанести вот этих вот сколов и на сам кок, потому что тоже он вращался, попадали на него различные камушки, которые немножко повреждали лакокрасочное покрытие. Мы подходим к логичному завершению нашей сегодняшней встречи. Сегодня мы с вами говорили про метод обработки выступающих деталей моделей методом сухой кисти. Этот прием к нам пришел из окраски, который используют художники. Этот метод, грубо говоря, сворован. Ну, просто применим, допустим, в нашем модельном хобби. Раньше метод сухой кисти применялся довольно-таки в больших объемах, не было знаменитых смывок, фильтров. Очень многие модели высветлялись именно вот таким же методом сухой кисти, но только более светлыми тонами. Это очень большой объем работы. Ну, вот я вам показал сегодня, как можно в авиации применить его применительно. Вот мы обработали сегодня методом сухой кисти приборную доску. Можно также выделить выступающие части радиаторов, системы охлаждения. Ну и этим же можно одновременно состарить и придать более обшарпанный, именно такой вот рабочий вид именно винту поршневого самолета. Может быть, я для кого-то не открыл ничего нового, но вот я вот этими методами пользуюсь в небольших объемах для того, чтобы придать своим моделям более реалистичный вид. Надеюсь, вы подчеркнете из моей сегодняшней встречи что-то новое для себя. Это вам поможет. Я надеюсь, в нашей следующей встрече мы обязательно будем обозревать что-то новое или, может, хорошо забытое старое. Всего вам наилучшего. С вами был Мир Модели. Меня зовут Павел. До свидания. Hello.